Привет, ты на канале Фыр-Кефир, меня зовут Лиза, и здесь мы играем в разные старые и новые игры, поэтому подписывайся, бери чаечек, кофеечек и погнали. Ну что, погнали, у нас вторая глава в игре, сколько я поняла, 3 главы и 6 концовок. Посмотрим, на какую у нас сейчас получится выйти. В большинстве главный герой, кажется, умирает. Не думаю, что это сильно большой спойлер для кого-то. Так, а чем у нас кончилось? Этот древний матрас будто специально создан, чтобы убивать мою спину. Как всегда, проснулся в холодном поту. Спасибо стрессу за очередной кошмар. Ну, комфорта нет, зато живой. Вполне себе обмен. За окном стоял серый пасмурный день. Даш, ни хера хорошего, кажется, сегодня не произойдет. Хотя для меня это даже привычно. Молодец, разминка, зарядка. Немного размяв кости, я решил пройтись по этой дремучей деревне. В голове крутилась мысль о местном магазине. Надеюсь, он еще не закрылся. В противном случае мне придется вспомнить детские уроки выживания и отправиться воровать яблоки на пустующих участках. Как было бы просто и беззаботно сейчас бродить по округе в поисках сомнительной пищи, если бы не мои текущие, не совсем законные дела. Но кто я без них? Кто ты без них? Нужно запастись едой на пару дней и заодно посмотреть, что тут да как. Может, и встречу кого из местных, разведаю новости, узнаю, как изменилась жизнь в этом уголке мира, пока меня здесь не было. Раннее утро в этой глухой дыре окутано странным спокойствием, будто тут все уже сдохло, а не просто спит. Воздух свежий, словно его только что с лаской постирали, и холодный, аж до костей пробирает. Для 6 июля было как-то слишком холодновато, хоть куртку не надевай. Тем не менее, в этом утреннем пейзаже было нечто такое, что на мгновение возвращало вкус жизни, мне будто снова лет 12. Вспомнилось, как в детстве мы с самого утра носились тут между домами с соседским пацаном, под ворчливые крики стариков и лай собак из чужих дворов. Воздух наполнил легкие, и голова даже слегка закружилась от его свежести. Вокруг стоял запах травы и влажной земли, на душе стало приятно. Непривычно, что дышится легко, а не как обычно, городской пылью и грязью. Шагая по затихшей деревне, я будто замедлялся сам, подстраиваясь под ее ритм, под ее медленный ход жизни. Тишина и покой вокруг невольно заставляли оглянуться на прошлое и задуматься о будущем. Я смотрел на пустые окна и облупившиеся стены. Когда-то тут жили люди, а теперь все разваливается и будто смеется над моими воспоминаниями. Сейчас здесь осталось только разруха и давящее чувство, что прошлое безвозвратно ушло. Я уже почти дошел до магазина, как вдруг взгляд зацепился за дом слева. Когда-то в нем жила милая старушка, божий одуванчик. Она вечно сидела у дома и угощала нас яблоками, если мы могли показать, где на небе большая медведица. Мы, конечно, не знали, где там эта медведица, и тыкали пальцем в небо наугад. Бабуле, видно, было без разницы, все равно угощала, смеясь себе под нос. Сейчас ее дом уже покосился и весь зарос кустами. А яблоня позади дома как стояла, так и стоит. Может сорвать парочку яблок на завтрак, хоть денег сэкономлю. В животе уже урчало от голода. Пора решать, где мне сегодня добыть провизию. Справа стоял магазин, где, думаю, можно взять что-нибудь перекусить, если там хоть что-то осталось. А слева заброшенный участок с покосившимся забором, за которым все еще росла яблоня. Я остановился, размышляя, куда податься. Ну, в смысле? Он хочет мне сказать, что или нормальная еда покупная, или бесплатные яблоки, от которых пучит. Да я магазин выбираю. Блин, надо было сохраниться. Подожди, а можно откатить назад? А что, нельзя? Блин. Я остановился в 5 шагах от магазина, который слишком карикатурно приютился островком ностальгии в этом забытом месте. Старенький, но добротный. Облупившаяся вывеска продукты над дверью казалась приглашающей, несмотря на потрепанный вид. Окна целы, и сквозь их мутные стекла можно было увидеть заставленные чем-то полки и витрины.
Старость строения не казалась упадочной. Скорее, она придавала ему характер, который говорил о тихой уверенности и стойкости перед лицом времени. Воздух вокруг был наполнен все теми же знакомыми запахами деревни. На мгновение я снова почувствовал себя ребенком, пришедшим в магазин за мороженым в вафельном стаканчике. Удойти. Открыть. Чё за... Да ты чё, закрыто? Должен же кто-то быть в единственном магазине в деревне. Эй, есть кто? Звук собственного голоса показался мне оглушающим в этой тишине. Я продолжил дергать ручку, не оставляя попыток открыть дверь. Давай. Эй! Сзади меня кто-то окликнул, и я вздрогнул так, что чуть не потерял равновесие. Какой-то дед. Молодой человек, чего ломитесь? Извините, я думал, что магазин еще работает. Так работает он, просто нет никого. Тебе купить что-то надо? Да, хотел посмотреть, что у вас есть. Ну, пойдем, покажу, что есть. А я тебя не видел тут раньше, приезжий? Я согласно кивнул. А как звать-то тебя? Я Алексей. Немного скомканно представился я. Лёшка, значит. Ачеевич будешь-то хоть? Чеевич. Я скрипнул зубами. Ненавижу, когда меня называют Алёша. Давайте просто Алексей. Ну что ж, Алексей. Меня Степан звать. Лаптев Степан Вольфович. Будем знакомы. Я пожал руку новому знакомому, который, судя по всему, был здесь местным, хотя я его совсем не помнил. Ну, пойдем, чё встал-то? Как он смешно в лице меняется. Степан достал связку ключей, на ощупь нашел нужный и без суеты открыл магазин. Я последовал за ним внутрь и оказался в темном помещении. Сейчас, Алексей, погоди секунду. Чё он там возится в темноте? Ищет палку покрепче, чтобы... Свет включу. Ща. Угу. Из города приехал. Ага, из Москвы. Нехотя пробурчал я. Я не привык разглашать сведения о себе незнакомцам, но Москва настолько огромна, что эта информация вообще ничего не значила. О как! И чем сейчас молодые там в столице занимаются? Профессия-то у тебя есть хоть? Вопрос был задан с таким напором, что я на мгновение ощутил себя школьником, которого вызвали на ковер к директору. Однако я решил не юлить и ответил отчасти правдой. Да, на электрика в техникуме учился. Про себя я усмехнулся. Не буду ж я ему говорить про свою реальную профессию. О, электрика — это дело нужное. Знаешь, у меня тут недавно радио играть перестало. Может, взглянешь, электрик? Денег за ремонт только не дам, не водится нынче, а вот чаем напою. Вот это шабашка, подумал я с иронией. Возвращаться к своим реальным проблемам я пока не хотел, поэтому никуда не торопился. Да и сколько себя знаю, мне всегда легко давалось восстановление разного рода приборов. Не самой большой сложности, конечно, но со старым радио я управлюсь. Помню, когда учился на электрика в Шараге, пару раз даже сходил на практику из чистого любопытства. Работу дали нетрудную, техобслуживание подъездных электрощитков. Один раз даже удалось найти закладку, казалось бы, надежно запрятанную коллегой-курьером. Я еще раз взглянул на Степана и перевел взгляд на старое радио. Чего бы не помочь старику? Наверное, радио тут одно из очень немногих развлечений. Ну, давайте посмотрю. Да, вон там стоит, подойди посмотри. Пойду посмотрю. Давай посмотрю. Только я не умею ничего чинить. Как я и ожидал, старое радио, очевидно выпущенное еще во времена Советского Союза. У моих бабки с дедом было похоже. Думаю, если постараться, можно в доме найти его где-нибудь на чердаке. Вообще, я думаю, что починить его не составит труда. Посмотрим, что тут у нас. Открыть. Соедини детали схемы. Это типа... трубы, да? Я люблю трубы. Давай, это несложно. Мне так кажется. Так, подожди, а ты что такое? Так, все нормас. Подожди. Так. Ага, все, вообще отлично. Смотри, все получается.
Изи. Наверное. Ой, да-да-да. Или нет. Чё, нет? Бронзовый электрик, вы починили радио. За менее чем в 60 секунд вы починили радио. В смысле? Вроде бы готово, можно проверять. Еще и 2 ачивки за раз, еще меньше, чем за минуту. Дед довольный. А, гляди, заработала. Уроки-то у тебя золотые, сразу видно мастера. Знаешь что, а радио-то это непростое. Однажды случилась забавная история. Мы с котом моим тогдашним, Васькой, черный чертенок такой, закрыли магазин и сели ужинать. Ну, как? Я за стол сел, а коту в миску супа положил. Включаю радио, а там говорят про какую-то танцевальную музыку. Слышу, Васька начинает мяргать, и вдруг, как только заиграла музыка, поднимается и начинает танцевать на задних лапах. Я так смеялся. Потом пытался ему включить музыку еще раз, но он только лениво посмотрел на меня и спать улегся. Степан посмотрел на меня так, будто оценивал мою реакцию на его историю. Но я лишь пребывал в недоумении. Спасибо тебе, Алексей. Со скуки теперь точно не помрем. Да пустяки. Я скривил улыбку и развел руками. Ну, как и обещал, пошли чаем напою. Расскажешь, как там городские живут нынче. С утра я совсем ничего не ел. Дед вроде бы приятный. Подумал, что от чая я не откажусь. Я согласно кивнул. Ну вот и замечательно, пошли. Не дали выбрать. Охереть, это так хорошо. Шагая за Степаном в другую комнату, это так неожиданно и хорошо. Я не мог избавиться от навязчивого образа кота, пританцовывающего на задних лапах. Писец. Вы смотрели на танец Васьки 1 час. Большой кошачий фанат достижения. Опа-на. Давай почитаем. Фотография. Старое фото в криво висящей рамке. Явно не вчера повесили. Кто она? Наверное, мать или жена Степана. Выглядит строгой, как мастачка в моей шараге. Мастачка. Чучело кабана на стене. Никогда не понимал, как такое может нравиться. Глупо смотрится с этими вытаращенными глазами и клыками наружу. Видно, что никто не прикасался к нему годами. Столько пыли. Что еще? Набор инструментов. Инструменты висят ровным рядом и выглядят скорее как украшения. Видно, что некоторые уже давно не использовались, а ржавчина и пыль на них говорит сама за себя. Наверное, когда-то Степан много работал своими руками. «Это чё, кротовуха?» – подумал я. Похоже на обычную деревенскую самогонку, только с бонусом в виде пары мух, плавающих внутри. Слушай, столько слов мне непонятных. Кротовуха. Я впервые слышу. Мастачка. Я не знаю, что за... Какое-то наречие непонятное. От одного вида этой бутылки становится тошно. Наверное, Степан забыл про нее давным-давно. Я с опаской оглядел подсобное помещение магазина. Здесь стоял затхлый запах древесины, сладкой плесени и каких-то деревенских солений. Сам Степан с заметным возбуждением от неожиданного общения принялся за заваривание чая. Степан уселся за стол. Он смотрел на меня, еле сдерживая вопросы, которые вот-вот были готовы вырваться из его рта. По старику было видно, что у него редко бывают гости, и он действительно рад со мной поболтать. «Ну как, нравится у нас? Редко кто забредает сюда из города». Я заметил, как Степан пытался за улыбкой скрыть свое неловкое волнение. Я улыбнулся в ответ, решив поддержать разговор. «Да, здесь все совсем по-другому, тихо, по-домашнему. Коровы, козы». Перечислял я первое, что приходило на ум. В городе такое редко встретишь. Степан кивнул, погружаясь в свои мысли, продолжая держать кружку. «А чё приехал-то?» Я задумался, что ему ответить. Ясное дело, я не мог выдать ему, что скрываюсь тут от криминальных личностей. Еще ментам сдаст. Можно, конечно, сказать, что я приехал в дом бабушки, или напиздеть, что хочу купить тут дом, как вариант. Так, хочу дом в вашей деревне купить, приехал в дом бабушки. Не, давай в дом бабушки.
Кто захочет покупать халупу в заброшенной деревне? Ну, серьезно. Да вот приехал в доме бабки с дедом порядок навести. Это каким? Степан явно задумался, перебирая в голове оставшихся в этой глуши стариков. Я решил не заставлять его гадать. Да нет их здесь уже с нами. Маргарита и Николай Павловы. О, как! Ты Ритки с Коляном внук, получается. Да, золотые люди были. Как сейчас их молодых вспоминаю. Эх, молодежь все в города тянет, а здесь в деревне, знаешь, свои прелести. Ритка с Коляном это лучше всех понимали. Мы тогда по молодости дружили крепко с ними. Зимой на санях гоняли до одури. Весной кто в огороде, кто в поле с утра до вечера. А когда лето наступало, все душой и телом отдыхали. Банька, рыбалка, праздники летние всякие. Степан остановился и пристально посмотрел на меня, словно пытался разглядеть, понимаю ли я, о чем он говорит. Сегодня, кстати, один из самых важных будет. Что за праздник? Ночь с 6 на 7 июля, ночь Ивана Купала, если не знал. Любили мы праздник этот, когда юными были, душа, как говорится, песни просила. Через костер прыгали и байки всякие страшные травили, мол, на купальскую ночь черти из нор своих вылазили. В нашей деревне всегда во всякую чертовщину верили, староверами были. Того боялись, что за руки, за ноги в ночь на Купалу в лес не утащить было. Так вот, помнится, в одну из таких ночей всей деревни снова гуляли. Парни песни петь и костры разжигать принялись, а девки тогда, как обычно, гадания устраивали. Венки на голову надевали, да к берегу речки бежали. По воде их пускали, чтоб судьбу узнать, куда уплывет, оттуда и жених. Если к берегу прибьется, свадьбы в этом году не жди. Ну, это все по поверьям, конечно. Ритка, бабка-то твоя, венок тоже по речке пустила, а он, представляешь, проплыл немного и как умчал на всех парах вперед, будто сам Купала его туда направил. А с той стороны как раз Колян выходит. Девки все сразу хихикать начали, а он ничего не понимает, только успел Ритку, прыгнувшую на него, в объятия поймать. Тоже лето бабка с дедом твоей судьбой свадьбой сыграли. А, хорошими людьми были. Ну да ладно. Слова Степана повисли в тишине. Казалось, притих даже ветер за окном. История бабушки и деди, простая, но такая живая, сильно зацепила меня. Я видел их на старых фотографиях, моложе, счастливее, чем я их помню. Они действительно были такими, прыгали через костры, плели венки. Я вдруг почувствовал странную горечь от осознания того, как мало я о них знал. Что они сказали бы обо мне сейчас? Мысль засела где-то глубоко, но я быстро отмахнулся, чтобы не углубляться дальше. Степан тяжело вздохнул и продолжил. Деревня у нас, знаешь, Алексей, порой как в сказке, я бы сказал. Да вот только не всегда как в хорошей. Да, так что ты поаккуратнее тут будь. Я напрягся и вопросительно поднял бровь, не скрывая удивления. В каком смысле? Ну, знаешь. Пару лет тому назад сюда семейство из Москвы перекатилось. Искали, говорят, тишины, спокойствия и умиротворения. Причалили, значит, с 2 сыновьями молодыми. Как эти разгильдяи нашли себе занятие лучше, чем деревню всю вверх дном перевернуть. Шум стоял каждую ночь от посиделок, как на празднике, да только вот радости никакой. Мы с ними, знаете ли, по-хорошему говорить пытались, да им хоть бы хрен. Так вот, как-то в ночь на Купалу решили они по-своему развлечься. Девку какую-то из соседней деревни притащили и к реке пошли через лес, где даже днем не каждый местный ступить и решится. Думали, наверное, в наших лесах волшебство найдут. Или что вы там городские ищете? Так, это что, труп, что ли? Жесть какая. Ночь-то прошла, а вот утром их как не было, так и нет. Полиция с собаками весь лес перерыла, да только к ночи одну девку отыскали.
Напуганная до смерти, говорят, была. Говорить не может, только мычала что-то да бормотала несвязно. То есть девка жива. Это 2 чувака, да, кончились? Или 1? От парней только и осталось, что пара клочков одежды в крови испачканы, а самих будто земля проглотила. Мне участковый тогда и рассказал, что шпана это, видать, девку-то споить и того, силой взять хотели. Ублюдки конченые. В лес ее потащили, а вот что дальше с ними стало, так никто и не понял. Да это леший их поймал. Девку допросить пытались, а она ничего тогда ни после сказать не смогла. Глаза только в разные стороны бегают, да мычит что-то без конца. Вот ничего выяснить тогда у них и не вышло. Следствие установило потом, что, видите ли, зверье лесное их загрызло. А чтоб селян успокоить, лесника нашего Петровича заставили капканов по лесу наставить, чтоб зверь к домам не подошел. Я с некоторым напряжением слушала рассказ Степана. Это совсем не было похоже на сказки моей бабушки. Но где-то на подкорке возникал образ Тварюка, и воображение невольно связывало произошедшее с ним. Или Тварюка. Или Тварюка вообще. Ведь тогда, столкнувшись с ним в лесу много лет назад, я убедился, что некоторые сказки не врут. Я отмахнулся от мысли и выдал первый возникший в голове вопрос. А может, их леший утащил? Может, леший утащил, а может, звери. Это уж каждый сам решает. Пусть во что и... Это уж каждый сам пусть решает, во что верить, что думать. Следствие и без нас решит, что в ответе написать. А следствие? Пожалуй, на сегодня я вдоволь наслушался местных баек. Все-таки мне нужно было дальше думать, как решать свои проблемы. Пора идти домой. Степан Вольфович, спасибо за угощение и беседу. Не идти уж пора, дома порядок навести хочу. А, да, ступай, конечно. За радио большое тебе спасибо еще раз. Что-то нужно будет, забегай. На вот, сушки возьми хоть, с чаем погрызешь, угощая. Взять, конечно, я бы тоже взяла. Если бы был выбор. Недолго думая, я взял пакет сушек со стола. Не хотелось отказывать и огорчать старика. Да и в первую очередь я сюда пришел за едой. Спасибо, до свидания. Степан не переставал светить своей фирменной улыбкой. Я улыбнулся ему в ответ и вышел на улицу. Кот, кот, танцующий кот. Чё, Васька, нагулялся? Ну, заходи, чё стоишь-то? Ну, ничего себе, сходил за хлебушком, усмехнулся я. Я немного ругал себя за то, что весь день прослушал рассказы странного деда, вместо того, чтобы решать свои реальные проблемы. Истории, конечно, интересные, но надо было возвращаться в свою мрачную реальность. Приближаясь к своему новому дому, я уже предвкушал, как с довольным лицом упаду на скрипучую доисторическую кровать. Только судьба, похоже, решила, что будет иначе. Это не наша, да, машина? Отстой. Перед моим домом стояла 8, в которую можно было разглядеть 3 знакомые физиономии. Нашли нас, отстой. Блять. Это были Паша Фомин и его братки. Вася и... третий. Не помню, как его там звали. Отстой. Отстой. Ой. Ой. Кто из вас? Вот это, да, Паша, видимо. Ну, здорово, сельчанин. Ага, здорово. Я ответила ему, пытаясь скрыть напряжение. Пиздец, я попал. Ну какого хуя ты тут забыла, Лёша? Знаешь, как мы задолбались переться в эту глушь? Как вы меня вообще, блядь, нашли? Ебальник, закрой свой, слушай. Подольше бы по-честному поработал, может, додумался бы симку рабочую в жопу засунуть. И не светите у хаты на тебя записанной.
Мы, значит, тебя повышаем и отправляем на крупное дело, а ты в знак благодарности решил съебаться с нашим товаром. Ты ж прекрасно знаешь, что бывает с такими умниками. Пома, я ни при чем. Когда я перевозил товар, меня подрезала тачка, и какие-то уёбки с пистолетом забрали у меня все ваше добро. Чё, бля? Ты реально думаешь, что я такой тупой? Пома, я всегда свою работу выполнял честно. Это все выглядит как какая-то подстава. Может, тех сук вы и подослали, а сейчас меня наебать пытаетесь. Ты охуел? Ты сейчас кого под сомнение ставишь? Ты думаешь, мне трудно тебя грохнуть и закопать в этой дыре? Тебя, долбоеба, здесь точно никто не найдет. Я не пытаюсь дерзить, Фомин, успокойся. Откуда я тебе достану товар, которого у меня нет? Да мне похуй, сука. Хоть роди, хоть высри. Ситуация накалялась. Я сжал челюсти, ощущая, как учащенный пульс начал стучать по вискам. Давай сохранимся. Сохранить. Нет, вот сюда. Назад. Ай, что дать отпор, промолчать? Мне кажется, с ними бессмысленно вести осмысленный диалог с такими людьми. Давай мы промолчим. Чтоб утром товар был у меня. Попробуешь съебаться, ходить больше не сможешь. Стой. Ну, если только под себя. Все понял, Алёша. Понял. Еще бы. Вот и весь диалог. Жесть. Вообще не надо в такое вмазываться. Звук мотора уезжающей машины запустил отсчет времени. Твари. Отлично спрятался Алёша. Похвалил я сам себя. И что теперь делать? Так, если продать дом и с выручкой купить наркоты на замену потерянной партии. Не, продажа недвижки дело муторное, долго придется искать покупателя. Да и выхлопа тут максимум 100 будет. Бежать не вариант. Снова найдут, и тогда точно пиздец. Сука, да что делать-то? Я в отчаянии схватился за голову. Хотелось рвать волосы, орать, разбить что-нибудь, но это не помогло бы. Беспомощность сводила с ума. Надо их в лес отвезти. Бабушка Рита нам рассказывает. Если этот мир отвернется от тебя, иди в лес. Там ты найдешь либо спасение, либо смерть. В лесу все честно. Я вдруг отчетливо вспомнил слова бабушки, как если бы ее голос звучал в комнате рядом со мной. А что, если бабка была права? Что, если там действительно что-то есть? Я в детстве видел его в этом лесу, я помню. Если тварюк реально там, он либо убьет меня сразу, либо поможет. Если мне все равно, пиздец, какая разница? В этом месте всегда было что-то странное. Рассказы стариков, исчезнувшие люди, шорохи в лесу. Я посмотрел в окно. В лесу все честно, повторял я себе, глядя на темную чащу. Идти туда сумасшествие, да, но тогда у меня будет хоть какой-то шанс. Другого выхода нет. Здрасте, в смысле. Что он хочет подговорить этого? Тварюка, типа, помоги мне. Несколько минут в пути, и деревья сжались вокруг, словно преградили мне дорогу. Шагнуть вперед было страшно, но стоять на месте было еще хуже. В лес. Вы прошли вторую главу, твари рядом, херася. Глава 3 у нас, последняя. И будут у нас какие-то концовки в следующей главе. Спасибо за просмотр. Лайк пиши и ставь коммент. И увидимся уже в следующий раз. И все, пока-пока.